Всем привет, дорогие друзья! В этом видеоролике мы затронем такую важную тему, как баны героев Mobile Legends на данный момент. Победа в игре начинается со стадии пиков и банов. И чтоб не слить такой важный аспект в игре, мы попытаемся с вами разобраться, каких героев стоит банить и почему именно их, а не условную Лейлу или Балерика. Мы с вами разберем 5 банов, которые я для вас вывел и попытался обосновать, а также несколько дополнительных ситуационных банов. Погнали! Первый по значимости бан на данный момент – это Ангела. Еще года 2 назад никто и подумать не мог, что этот герой будет баниться в 90% игр, либо забираться на First Pick. Почему же так происходит? У нее есть ряд очень занимательных и сильных сторон. Спам первым навыком, что дает замедление и неплохой урон, когда навык настакается. У нее очень долгий контроль и замедление от второго навыка, а при комбинации с флешом или спринтом уйти почти невозможно. А главная вишенка на торте – это ее ультимейт. Нет ни одного героя в игре, который способен за одну кнопку оказаться на другой стороне карты, засейвить союзника и наложить на него бафы, при этом оставаясь в относительной безопасности. По моему мнению, лучший саппорт, который играется от задней линии, рекомендую к бану. Пройдемся дальше по саппортам. На очереди Рафаэль. Мало персонажей в игре, которые могут давать такую гиперподвижность, как этот саппорт. К Лейту помимо подвижности добавляется еще очень сильный массовый отхил команды. А с изменением героя теперь и ульта заиграла другими красками. А также бесконечное количество связок под данного героя делает ее приоритетным баном во многих случаях. Навария является сильным мидером на всех стадиях игры. Невероятная подвижность, возможность дать ганк практически не отходя от мида, массовый просвет карты с замедлением. За счет первого навыка, что в начале игры, что в лейте, способна отрывать гигантские куски здоровья от врагов. Супер быстрая зачистка линий и очень много способов реализовать этого героя дают ей место в бане в моем списке. Иксия. Несмотря на нерв, этот АДК остается хорошим и сейчас. Комфортная лайн-стадия, отличный навык с контролем, массовый урон с ультимейта, отлично скелится к лейту, а также способность наносить урон с гигантского расстояния, делают ее сильнейшим АДК, которого невозможно законтрить, если отсутствуют персонажи с высокой мобильностью, чтобы подойти к ней. Если вы ее забаните в своей игре, это точно не будет ошибкой. Нолан. Новый лесник не выходил из бана с самого его появления на землях рассвета. Сейчас его немного сбалансировали, но сильно слабее он от этого не стал. Отличный урон в начальной стадии игры, гиперподвижность, хороший ганк-энгейдж потенциал, способность ворваться во вражеского героя и резко выйти из файта, делают его нежеланным участником во вражеской команде. Дальше пройдемся по ситуационным банам героев, которые могут вам помочь при определенных ситуациях. Диги. Ох уж эта маленькая неприятная сова. Этот герой портит неисчислимое количество врывов и гангов за счет своего ультимейта. Бомбочки способны наносить урон противнику, который стоит под вышкой и ничего не может сделать. А самое неприятное, это когда вы заходите в куст, а там уже лежит 4 бомбы, которые отрывают вам 60% здоровья. Его стоит банить или забирать, когда в вашей команде планируется энгейдж состав, который заточен на резкие врывы и раздачу массового контроля. Либо, если у вражеской команды планируется то же самое, но диги они не забанили или не забрали, эта сова является удачным пиком или баном в 70% игр. Фанни. Сколько бы ни нерфили этого героя, сколько бы ни ослабляли, все равно этот герой в руках опытных игроков остается, если не самым сильным, то одним из. Если у вас намечается тонкий состав без сильного таргет-контроля, рекомендую забанить Фанни. Как говорится, раз в год и Фанни стреляет. И рано или поздно вы наткнетесь на такого игрока, который будет кошмарить всю карту. Бан Фанни не является ошибкой. Рекомендую. Джой. Еще один неплохой ситуационный бан и очень неприятный герой. Способен соло взрывать 2-3 героев, скипать пачки, если играет на экспе, и давать передвижение по карте. Или, играя в лесу, выходить на ранние ганги, тем самым заставляя поджиматься под вышки и бояться этого дикого Пикачу. Герой хорош как в ранней стадии игры, так и в поздней. Сборок на этого героя тоже много. Его можно собрать и в маг урон, и в жир, чтобы отвлекать на себя внимание противников. Рекомендую банить, особенно если в вашей команде мало контроля, а также тонкий пик без таргет контроля.
Под конец хотелось бы сказать. Существуют разные меты героев, баны сильных героев в текущем патче, кого забирать на форс-пик и так далее. Но играем мы в первую очередь для своего удовольствия и комфорта. Все меты и баны созданы в основном, чтобы на них ориентироваться, если вы хотите апнуть свой скилл и ранг. Но если вы обычный игрок, который заходит покликать час-два раз в 2 дня, то пикайте то, на чем вам нравится играть. И баньте тех героев, которые неприятны для вашего героя. Всем удачных игр и встретимся на землях рассвета.